В обычной средней школе номер 17 на окраине города жизнь текла размеренно. Дети бегали по коридорам, учителя готовились к урокам, а родители время от времени собирались в тесном кабинете на собрание. В 3 классе как раз приближалось очередное. Вечером, в конце рабочей недели, уставшие мамы и папы потянулись в школу. Многие забежали прямо после смены. Кто в униформе продавца, кто в спецовке, кто с запахом свежесваренного кофе от работы в кафе. «Ох, хоть бы недолго сегодня», — шептала друг другу пара мам, опускаясь на маленькие детские стульчики. В кабинете пахло мелом и бумагой. На стенах висели рисунки учеников, яркие дома, собаки, солнце. Дети рисовали счастливые моменты, но взрослые были настроены куда серьезнее. Классная руководительница Марина Сергеевна, энергичная женщина лет 35, вышла к родителям с тетрадкой в руках и сказала: «Уважаемые мамы и папы, у меня есть важное предложение. Наши парты уже старые, местами шатаются, краска облупилась. Я думаю, нам нужно собрать деньги на новые». Тишину первой нарушила молодая мама по имени Виктория. Она всегда приходила на собрание при полном параде. Яркая помада, идеально уложенные волосы, дорогая сумка. «Конечно, Марина Сергеевна!» — воскликнула она. «Наши дети должны учиться в нормальных условиях». Ее подруга Алина тут же подхватила. «Я полностью согласна. Старые парты — это прошлый век. Пусть будут современные, удобные». И еще одна мама, Светлана, поддержала их. «Наши дети заслуживают только лучшее». Некоторые родители просто кивали, но не все. «Простите». Осторожно подняла руку Наталья, тихая, скромная женщина с усталыми глазами. «Мы бы с радостью, но у нас сейчас трудности. Мужа сократили, денег еле хватает на еду и одежду. Старые парты еще можно использовать, давайте их просто покрасим». «И у нас тоже», — добавила Татьяна. «У меня 3 детей. Дополнительные расходы сейчас просто непосильны». И так заговорили еще несколько родителей. В итоге 7 семей признались, что не могут сдать большую сумму. По классу прокатилась тяжелая пауза. В этот момент с задней парты поднял голову мужчина лет 40. Это был Андрей. Обычно на собрание ходила его жена, но сегодня он пришел сам. Спокойный, сдержанный, он слушал молча, пока не сказал: «Может быть, сделаем так. Те, у кого есть возможность, внесут чуть больше. Тогда хватит на одинаковые парты для всех детей. Ведь важно, чтобы никто не чувствовал себя хуже других». Виктория закатила глаза и сказала: «Андрей, ну зачем вы все усложняете? Мы платим за своих детей. Если кто-то не может, это их проблемы». «Совершенно верно», — поддержала ее Алина. «Хотите нормальные условия? Ищите вторую работу. Наши дети не обязаны сидеть на старом только потому, что кто-то не справляется». Некоторые родители неловко переглянулись. Марина Сергеевна нахмурилась, но промолчала. Спорить с активными мамочками было бессмысленно. Через неделю в класс завезли новые парты. Красивые, блестящие, светлые. Но их оказалось меньше, чем нужно. Их расставили в первых рядах, словно выставку. За них уселись дети Виктории, Алины, Светланы и еще нескольких семей. «Сынок, улыбнись», — щебетала Виктория, делая фото на телефон. «Бабушке покажем, какая у тебя новая парта». Дети из бедного уголка молча смотрели на новых счастливчиков. У кого-то на глазах блестели слезы. Среди них был и Саша, сын Натальи. Вечером он спросил у мамы: «Мам, а почему у нас нет новой парты?» Наталья тяжело вздохнула и погладила его по голове. «Прости, сынок, когда-нибудь мы тоже купим». Андрей все это время молчал. На собрании он больше не вмешивался, но наблюдал внимательно. И вот, спустя 2 дня после уроков, в школу снова приехал грузовик. Рабочие вынесли в класс еще 8 новых парт. Но на этот раз, даже лучше предыдущих,
с удобными стульями, нишами для книг, современными покрытиями. Дети ахнули. Учительница удивленно подняла брови. «Это что такое?» — возмутилась Алина. «Это для остальных ребят», — спокойно сказал Андрей, который вошел вслед за рабочими. «Да это провокация», — вскрикнула Виктория. «Теперь наши дети сидят хуже, чем другие». «Странно», — усмехнулся Андрей. «Разве не вы говорили, что ничего страшного, если часть детей будет сидеть лучше, а часть хуже? Вот теперь все по-вашему, только наоборот». Мамочки зашумели, начали жаловаться на дискриминацию. Но Андрей только пожал плечами. «Разница в том, что я купил эти парты не ради фотографий, а ради того, чтобы ваши слова не сделали чужих детей несчастными». Классная руководительница с трудом сдерживала слезы. Она понимала, что этот тихий мужчина только что преподал всем урок куда важнее математики или литературы. А дети, они быстро нашли общий язык. На перемене толпились у новых парт, рассматривали выдвижные ящики, гладили поверхность. «Ух ты! Смотри, сюда можно тетради складывать», — восторгался Саша. «А стул мягкий». Радостно подпрыгивал его друг Дима. Дети из первой партии парт сидели в сторонке. У Лёши, сына Виктории, было обиженное лицо. «Теперь у вас парты лучше, чем у нас», — пробормотал он. Саша посмотрел на него и после паузы ответил. «Но ведь это не важно. Мы же все в одном классе, вместе учимся. Главное, что теперь никто не сидит в углу». Ребята переглянулись. Даже Лёша, хоть и нахмурился, но тихо признал. «Ну да. Вместе лучше». Вечером Наталья забирала сына из школы. Саша шел вприпрыжку, улыбался и наперебой рассказывал о новых партах. «Мам, а знаешь, что я понял?» Вдруг серьезно сказал он. «Лучше, когда у всех одинаково. Тогда никто не грустит». Наталья обняла его за плечи и сжала крепче. Она понимала, что сын усвоил урок, который важнее любого школьного предмета. А в учительской Марина Сергеевна еще долго сидела в тишине, перебирая бумаги. В голове звучали слова Андрея. «Разница в том, что я купил эти парты не ради фотографий, а ради того, чтобы ваши слова не сделали чужих детей несчастными». Она знала, что дети запомнят не сами парты. Они запомнят пример взрослого, который показал: настоящая доброта не требует аплодисментов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.